Однажды в Италии пожилой мужчина сказал: «Когда я умру, умрет и мафия». Тому, кто не знал, кто это такой, поверить в его слова было бы сложно. Со свисающим через пояс брюк тяжелым животом и оттопыренной нижней губой, с полуоткрытым ртом и полуприкрытыми глазами он скорее производил впечатление безобидного дурачка, чем крестного отца мафии. Но большинство в курсе: дебиловатого вида старичок – это Калоджеро Вицини, Дон Кало. И хотя в том, что он действительно может считаться боссом боссов, кое-кто сомневается, вряд ли этот кое-кто рискнул бы высказать эти сомнения вслух при его жизни. Сейчас говорят, что многое, если не все, что известно о нем, городские легенды. В этом видео вы услышите их все, и только вам решать, какая из них больше похожа на правду, а какая на вымысел. Однажды в Италии. Калоджеро Вицини родился в небольшом городке Вилла-Альба на Сицилии в 1877 году. Отец из простых крестьян довольно удачно женился на племяннице епископа, так что двое братьев Калоджеро стали священниками. Но то ли нашего героя не интересовала духовная стезя, то ли учеба. В отличие от образованной родни, он так и остался неграмотным. Свою карьеру Калоджеро Вицини начинал, когда мафии, в том смысле слова, который мы знаем сейчас, еще и в помине не было. Да и сельская мафия, которая ей предшествовала, еще только зарождалась. Так же, как и его старший товарищ Дон Вито Кашефера, Вицини начинал не как мафиози, а как бриганти, член банды, промышляющей грабежами, кражами скота и похищениями за выкуп. Правда, в банду он вступил не абы в какую. Большой путь Дона Кало начинался у Франческо Паоло Варсалоне, очень популярного в народе персонажа, которого считают не только последним бриганти Италии, но и автором самой идеи крышевания. Вот в его-то частном охранном предприятии и начинал как обычный рядовой, будущий первый мэр Вилла-Альбы и, по мнению некоторых исследователей, босс боссов Калоджеро Вицини. Но это по одной версии. А по другой, Вицини организовал нечто вроде транспортной грузовой конторы, которая помогала крестьянам доставлять на мельнице зерно для помола, и сам пользовался услугами Варсалоне для охраны этих грузов. В 1902 он был арестован по обвинению в ограблении, в 1903 в бандитизме, но оба раза не хватило улик, и молодой Калоджеро остался на свободе. А уже в 1908 выступил посредником в сделке по продаже крупного поместья местному сельскому банку, президентом которого был его дядя-священник. Говорят, в результате этого посредничества львиная доля земель, 290 гектаров, прилипла к рукам Дона Вицини. А еще говорят, что банк купил земли для передачи в аренду бедным крестьянам, и что на этой передаче Дон Кало не заработал ни лиры. В общем, что говорят про Калоджеро Вицини много и разное, я уже предупреждала. Начало Первой мировой тоже стало для Дона Кало временем больших возможностей. В то время итальянская армия на Сицилии реквизировала для военных нужд лошадей и мулов. Каким-то образом Вицини договорился, что заниматься этой реквизицией будет он. С тех, кто не хотел расставаться со скотиной, он собирал дань. А еще скупал по бросовым ценам животных, годных только на убой, и продавал в армию по цене здоровых и сильных. Когда хватились, что большая часть поставляемого Вицини скота дохнет, даже не добравшись до передовой, тот уже успел заработать состояние и завести влиятельных друзей. Так что из 20 лет, которые ему дали за мошенничество в 1917-м, он не отсидел ни дня. А сколоченный таким образом капитал опять пустил в дело, прикупив месторождение серы. Как представитель консорциума операторов серных рудников, Вицини участвовал в Риме и Лондоне в совещаниях, на которых устанавливали тарифы и делили государственные субсидии. И совещания эти были министерского уровня. Говорят, Вицини не только финансировал участие сицилийских эскадронов в марше чернорубашечников на Рим, но и в дальнейшем поддерживал деньгами пришедшее в результате к власти правительство Муссолини. Очень похоже на правду. Когда назначенный Муссолини на Сицилию префект Чезаре Мори пересажал всех, кто не успел сбежать от его железной руки за границу, Дон Кало отделался всего лишь ссылкой на 5 лет, из которой умудрялся вести бизнес в родной Вилла-Альбе, а в 1937 году и вовсе вернулся к бурной радости земляков. Считается, что тогда он и заменил на посту босса всех боссов Дона Вито Кашеферра, которого железный префект упек на пожизненное.
Суперспособность Дона Кало договариваться с властями – это, пожалуй, то немногое в его биографии, на что существует только одна точка зрения. Никакие историки, к примеру, не подвергают сомнению, что высадка на Сицилию в 43-м американских войск сильно поспособствовала дальнейшему росту влияния Дона Кало. На этот счет существует целая легенда. Якобы Вицини вместе с Джузеппе Дженко Руссо, боссом Муссамели, по рекомендации Лаки Лучано, вступили в контакт с американцами и договорились о содействии их высадке в рамках операции «Хаски». Историк Микеле Пантелеоне утверждает: накануне вторжения с американского самолета в качестве адресованного Вицини послания был сброшен желтый шар с напечатанной на нем буквой «Л», монограммой Лаки Лучано. А затем американский танк забрал Вицини у ворот Виллальбы, чтобы спланировать передвижение войск. По другой, менее романтичной версии, Вицини всего лишь возглавил делегацию сограждан, приветствовавших американские войска, а потом распространил слух, где, мягко говоря, преувеличил свой вклад в военные события. Как бы то ни было, то, что американская военная комендатура назначила Дона Кало мэром Вилла-Альбы, факт непреложный. И хотя длилось царствование Дона Кало недолго, вместо себя он оставил на должности не кого-нибудь, а любимого племянника. Считается, что ушел с поста Дон Кало по своему желанию и только потому, что оставаться мэром ему было невыгодно. По мнению социологов, он вполне мог бы избраться в парламент, но и это не было ему интересно. Не то чтобы Дон Кало не интересовался политикой, просто предпочитал оставаться на заднем плане. Он активно поддерживал движение за независимость Сицилии, которое, правда, была невозможна без поддержки все тех же американцев. Так что независимость получается несколько однобокой, но движение все равно имеет мощное одобрение среди населения. Как, впрочем, и партия коммунистов, правда, ее, в отличие от сепаратистов, не поддерживают американские власти. В связи с этим или нет, но Дон Вицини оказался первопроходцем и во внедрении других новшеств. Под его руководством Коза Ностра совершила свой первый теракт в политических целях. 16 сентября 1944 года на главной площади Виллальбы проходил митинг Компартии, первоначально разрешенный Доном Кало и его племянником, тогдашним мэром. Люди Вицини совершили нападение на митингующих со стрельбой и швырянием в толпу гранат. По счастью, погибших не было, но 14 человек были ранены. Судебный процесс тянулся целых 14 лет, а некоторые пострадавшие оказались в нем ответчиками, так как открыли встречный огонь. В конце концов Дон Кало был приговорен к тюремному сроку, но помилован президентом и не отсидел в тюрьме ни одного дня. Тем временем сеньор Вицини потерял интерес к сепаратистам и примкнул к партии христианских демократов, начавших входить в силу. Все по обычной схеме. Финансирование, участие в предвыборных обедах. Во время решающих выборов 1948 года, которые должны были определить послевоенное будущее Италии, Вицини и Дженко Руссо сидели за одним столом с ведущими политиками христианской демократии, которой предстояло на много лет стать ведущей политической силой в стране. Ну и про бизнес, понятное дело, не забывали. Тяжелое для всей Италии послевоенное время для семьи Вицини было временем процветания. В Виллальбе вся власть сосредоточилась в их руках. Церковь, мафия, сельскохозяйственные банки, поместья – все оказалось под контролем одной семьи. Вицини вместе с другим знаменитым мафиози тех времен Вито Дженовезе организовали один из крупнейших черных рынков на юге Италии. Они ограбили склады аграрного кооператива и армейские, продавали на черном рынке продукты питания, одежду и автомобили. Дон Кало отправлял караваны машин на север, в голодный Неаполь, а там грузы распределяла семья Дженовезе. Все машины получали пропуска и перевозочные документы от американской администрации, а некоторые офицеры даже предоставляли бензин и грузовики для караванов. А в 1949 году на паях с еще одной звездой мафии, уже упоминавшимся Лаки Лучано, Дон Кало открывает конфетную фабрику. Традиционные итальянские бонбон, миндаль в сахаре, экспортируются в Германию, Францию, Ирландию, Канаду, Мексику и США. Вот только в некоторых конфетах вместо миндального ореха запечатано по нескольку граммов героина. По крайней мере, так написали в газете. Казалось бы, ну написали и написали, чего в газетах не понапишут.
Но нет, в ту же ночь фабрика закрылась, оборудование и сырье вывезли, так что был ли в тех конфетах миндаль, концов уже не найти. Почему все это было возможно? Говорят, что хлебосольной встречей американцев при высадке на Сицилию дело не ограничилось. И Дон Кало еще имел тесные связи с ЦРУ. Тогда еще под названием Office of Strategic Services, ОСС. Есть версия, что в расстреле демонстрации, организованной профсоюзами в мае 1947 года, участвовал не только местный Робин Гуд Сальваторе Джулиано, но и люди Вицини и даже сами американцы. Что якобы из-за этого слишком много знающего Джулиано и убрали в 50-м. И по одной из версий это сделали люди все того же Вицини, в качестве услуги все тем же американцам. Ой, до чего только не говорят. Сейчас, к примеру, стало модным мнение, что Калуджеро Вицини не был не то что боссом боссов Коза Ностры, но и вообще представлял из себя не уважаемого всеми легендарного персонажа, а самозванца, умеющего пустить пыль в глаза. Что для тех же американцев он был вовсе не харизматичным лидером, а шарлатаном, человеком, который много говорил, но не принимал никаких решений. Якобы за любовь фотографироваться и давать интервью Дона Кало вместе с другим лидером мафии Джузеппе Дженко Руссо окрестили Лоло Бриджидой. А в церковное собрание его приглашали не из-за заслуг, а только в силу родственных отношений с духовенством. В общем, никакой не всеми почитаемый старейшина, а проходимец, каких много и сегодня. Оно, конечно, всякое возможно, чего на свете не бывает, но куда тогда девать факты? Если американцы считали его не имеющим реального авторитета аферистом, почему назначили мэром? Если он так любил быть на виду, почему сохранилось так мало его фотографий, в отличие от того же Дженко Руссо? И почему вместо длинных интервью итальянский журналист Индро Монтанелли сумел добиться от Дона Кало только нескольких фраз вроде «Моя фотография зачем? Я никто. Я просто гражданин». Это странно. Люди думают, что я мало говорю из скромности. Нет, я мало говорю, потому что мало знаю. Я живу в деревне, редко бываю в Палермо. Мало кого знаю. А вот что рассказывает о Доне Кало другой итальянский журналист Луиджи Борзини. Из тени вдоль стен и узких боковых улочек появлялись люди, прибывшие раньше, некоторые издалека, и ждали, чтобы поговорить с ним. Это были крестьяне, старухи с черными вуалями на голове, молодые мафиози, мужчины среднего класса. Все они по очереди подходили к нему и рассказывали о своих проблемах. Он выслушивал их, затем подзывал одного из своих помощников, отдавал несколько распоряжений и вызывал следующего просителя. Многие, уходя, целовали ему руку в знак благодарности. Великодушие и покровительственный тон Вицини, уважительные приветствия прохожих, смирение приближающихся к нему людей, благодарные улыбки, когда он обращался к ним, напоминали общение доброго императора со своим двором. Ну и главное, когда в 1954 году Калуджеро Вицини умер, в своей постели, в почтенном возрасте и в окружении родственников, за его гробом шли не только мафиозные боссы. Все тот же Дженко Руссо, Дон Паоло Бонтаде, отец будущего босса мафии Стефано Бонтаде, другие. В его похоронах приняли участие тысячи крестьян, одетых в черное, политики и священники. Даже газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, король сицилийской мафии умер. Государственные учреждения Вилла Альба и штаб-квартира христианских демократов закрылись на неделю в знак траура. К дверям церкви была приколота элегия в честь Вицини. Она гласила: «Смиренный со смиренными, великий с великими». Он показал словами и делами, что его мафия не была преступной. Она стояла за уважение к закону, защиту всех прав и величие характера. Это была любовь. Конечно, пышные похороны не всегда устраивают хорошим людям. И, конечно, хорошие люди не стреляют по толпе митингующих, с мнением которых не согласны. В этом ролике лишь приведены факты из биографии Калуджеро Вицини и мнения о нем историков и современников. А свое мнение о том, кем же был Дон Кало на самом деле, вы можете составить и сами. Однажды в Италии